Знойный полдень в национальном заповеднике Масаи-Мара — это не просто время суток, это физическое испытание. Воздух, раскаленный до предела, дрожал над золотистой травой, превращая горизонт в зыбкое марево, где акации казались плывущими по воде островами. В этом мареве патрульный внедорожник рейнджеров выглядел крошечной пылинкой, медленно ползущей по необъятному телу Африки. За рулем сидел Дэвид Мбеки, ветеран службы, чье лицо за десятилетия работы превратилось в карту из морщин, прорезанных солью и солнцем. Рядом с ним Самуэль Нджороге, молодой и полный энтузиазма выпускник университета Найроби, внимательно осматривал окрестности в бинокль. Их маршрут пролегал через болотистую низину, коварное место, где после недавних дождей земля превратилась в липкое месиво, скрытое под обманчиво спокойным слоем мутной воды. «Тишина сегодня какая-то тяжелая», — пробормотал Самуэль, опуская бинокль. Дэвид лишь кивнул. Он знал. Когда саванна замолкает, она либо спит, либо наблюдает за чьей-то смертью. Машина медленно пробиралась по мелководью. Мутная вода безмолвно отражала серое, затянутое легкой дымкой небо. Вокруг теснились низкие кустарники, чьи ветви напоминали скрюченные пальцы. На мягкой почве у кромки воды виднелись следы. Здесь недавно проходило стадо буйволов, а вон там четкие отпечатки лап леопарда. Но внимание рейнджеров привлекло не это. Приближаясь к небольшому изгибу пересыхающей реки, они замерли. Впереди, наполовину погруженный в грязь и мелководье, неподвижно лежал лев. Сначала им показалось, что это просто старый корявый ствол дерева, но через мгновение очертания стали ясными. Огромный самец, чья грива когда-то была его гордостью, теперь напоминала спутанный комок мокрой шерсти. Тело животного было покрыто слоем подсохшей грязи, сквозь которую проступали многочисленные раны. «Он мертв», — тихо сказал Самуэль, чувствуя, как в груди рождается привычная, но оттого не менее горькая печаль. «Видишь эти следы на боку? Похоже, его трепали гиены, или он сошелся в схватке с молодым прайдом». Дэвид не ответил. Он заглушил мотор. Тишина обрушилась на них, прерываемая лишь далеким криком птицы-секретаря. Рейнджеры вышли из машины. Они двигались осторожно, каждый шаг по вязкой грязи отдавался чавкающим звуком. Даже если лев казался мертвым, протоколы безопасности в Масаи-Мара были написаны кровью тех, кто ими пренебрегал. Они подошли на расстояние 5 метров. Лев лежал на боку, его морда была частично погружена в воду. Множественные рваные раны на крупе и шее уже начали привлекать насекомых. Все указывало на то, что хищник испустил дух несколько часов назад. Дэвид наклонился, прищурив глаза, и тут его сердце пропустило удар. «Сэм, смотри», — прошептал он. Едва заметно, почти призрачно, грязная грудь льва поднялась и опустилась. Совсем чуть-чуть. Это был не вдох. Это был хрип существа, которое уже переступило порог, но чье сердце все еще отказывалось сдаваться. Жизнь в этом могучем теле висела на тончайшей нити, которая могла оборваться в любую секунду от малейшего дуновения ветра. Поняв, что лев еще жив, Давид и Самуил быстро обменялись взглядами. В глазах обоих читалась одна и та же решимость. В дикой природе закон суров. Выживает сильнейший. Но работа рейнджера — это не только охрана границ, это еще и сохранение каждого носителя генетического кода этого уникального места. Этот лев был старым воином, и он заслуживал шанса на последний бой. «Действуем быстро», — скомандовал Дэвид. «Второго шанса не будет». Самуэль бросился к машине. Его движения были отточены до автоматизма. Он извлек кейс с транквилизаторным ружьем. Хотя лев был в глубочайшем шоке, инстинкт самосохранения мог сработать непредсказуемо. Если животное почувствует боль или угрозу, остатки адреналина могут бросить его в последнюю самоубийственную атаку. Самуэль приготовил ружье, тщательно рассчитывая дозировку анестетика. Слишком много
и его сердце остановится. Слишком мало, и он может очнуться в самый неподходящий момент. Дэвид тем временем держался на безопасном расстоянии, не сводя глаз с головы хищника, готовый в любой момент дать сигнал к отступлению. В тот напряженный момент им пришлось произвести точные расчеты. Воздух казался густым, как смола. Самуэль прицелился. Тихий хлопок, и шприц-дротик вонзился в мускулистое плечо льва. Животное вздрогнуло. Слабые, едва заметные движения пробежали по его телу, как будто он пытался отогнать назойливую муху. Но сил не было. Через несколько минут лекарство подействовало, и лев окончательно погрузился в искусственный сон, который, как надеялись рейнджеры, станет для него исцеляющим. Они терпеливо ждали, пока лекарство полностью подействует. В саванне нельзя торопиться, когда имеешь дело с существом, чей вес превышает 200 килограммов чистых мышц и когтей. Убедившись, что лев больше не способен к опасному развитию резистентности, они подошли вплотную. Вблизи картина была еще более удручающей. Шкура льва была буквально иссечена шрамами, старыми и совсем свежими. Глубокие следы укусов на шее и затылке говорили о том, что на него напали сзади. Возможно, это была стая гиен, учуявших слабость стареющего короля, или группа молодых львов, решивших захватить его территорию. Раны уже начали воспаляться, пошел запах инфекции. «Нам нужно вытащить его отсюда, иначе он просто захлебнется или сгниет заживо», — сказал Дэвид, вытирая пот со лба. И началась самая тяжелая часть работы. Не колеблясь, они принялись изо всех сил вытаскивать тяжелое обмякшее тело из скользкой мутной воды. Грязь была повсюду. Она забивалась в ботинки, пачкала одежду, делала руки скользкими. Лев весил около 190 килограммов, и каждый сантиметр продвижения стоил рейнджерам неимоверных усилий. Шаг за шагом, действуя как единый механизм, они тянули и поддерживали животное. Самуэль ухватился за передние лапы. Дэвид подпирал туловище. Грязь и вода разбрызгивались вокруг. Солнце нещадно палило спины, но они не сдавались. В какой-то момент нога Самуэля скользнула в глубокую выбоину, и он едва не упал под весом льва, но Дэвид вовремя подхватил его. «Еще немного!» — кричал Дэвид через силу. «На счет 3! 1, 2, 3!» Наконец им удалось переместить льва на более безопасное возвышенное место, где почва была суше. Они оба тяжело дышали, их легкие горели от жаркого воздуха, а мышцы дрожали от перенапряжения. Но отдыхать было некогда. Вытащив льва на берег, они быстро развернули специальные брезентовые носилки, которые всегда возили с собой для подобных случаев. Перекатить на них зверя было отдельной задачей, требовавшей ювелирной точности, чтобы не усугубить травмы позвоночника. Собрав последние силы, они подняли носилки. Кузов их грузовика был заранее подготовлен и застелен чистым брезентом. Осторожно, стараясь избегать резких толчков, они поместили льва в заднюю часть машины. Двигатель внедорожника взревел, нарушая покой долины. Автомобиль тут же развернулся и помчался к ближайшему пункту охраны, максимально используя каждую драгоценную минуту. Дэвид гнал машину по бездорожью, умело маневрируя между термитниками и глубокими рытвинами. В зеркале заднего вида он видел Самуэля, который сидел в кузове рядом со львом, следя за его дыханием и придерживая голову животного на поворотах. «Как он?» — крикнул Дэвид, не оборачиваясь. «Дышит, прерывисто, но держится», — отозвался Самуэль. На станции охраны их уже ждали. Рация Дэвида не умолкала, он заранее оповестил ветеринарную бригаду. Когда грузовик влетел в ворота базы, команда врачей во главе с доктором Камау уже была наготове. Животное находилось в критическом состоянии. Обезвоживание, сепсис и огромная потеря крови сделали его шансы на выживание призрачными.
Но здесь, на станции, современные технологии вступили в союз с древними инстинктами. Врачи провели тщательный осмотр под яркими лампами операционного блока. Раны были ужасающими. Команда работала быстро. Они очистили каждую царапину от грязи и личинок мух, провели глубокую дезинфекцию и начали интенсивное лечение. В вены льва потекли литры физраствора и мощных антибиотиков. Каждое движение медиков было наполнено уважением к этому существу. После оказания первой помощи и наложения многочисленных швов льва перевели в полудикий вольер, просторный огороженный участок саванны при центре реабилитации. Это было место, где он мог чувствовать запахи родного дома, слышать звуки ночи, но при этом оставаться под защитой и наблюдением. Прошли дни, полные тревожного ожидания. Первое время лев просто лежал, не подавая признаков интереса к миру. Он был похож на тень самого себя. Но на 4-й день произошло чудо, которого так ждали все сотрудники центра. После курса интенсивного лечения лев постепенно пришел в себя. Однажды утром Дэвид и Самуэль подошли к вольеру. Лев лежал в тени раскидистого дерева. Его глаза, все еще уставшие, затянутые дымкой перенесенной боли, внезапно сфокусировались. В них больше не было той мутной пустоты, которую они видели в болоте. В них была жизнь. Оно медленно, с видимым трудом подняло голову. Лев оглядывался по сторонам, словно пытаясь восстановить в памяти события последних дней, понять, что произошло после того продолжительного транса в грязи. Он понюхал воздух, ловя запахи свежего мяса, которые оставили врачи, и чистой воды. Врачи и рейнджеры наблюдали издалека через бинокли. Это был критический момент. Сможет ли он встать? Сначала задрожала передняя лапа, затем лев оперся на локти. С глухим, утробным рыком, который еще не был прежним громоподобным ревом, но уже внушал трепет, он поднялся на ноги. Его пошатывало, задние лапы слегка подкашивались, но он стоял. Он начал адаптироваться к окружающей обстановке, медленно обходя периметр своего временного пристанища. В последующие дни прогресс стал очевидным. Лев начал есть с аппетитом, восстанавливая мышечную массу. Шрамы на его боках затягивались, а грива начала приобретать былой блеск. Грязь окончательно исчезла, уступив место благородному золотистому окрасу. Дэвид и Самуил возвращались навестить своего подопечного почти каждый вечер после патрулирования. Они стояли у края вольера, храня молчание. Им не нужно было слов. Они видели, как зверь восстанавливает силы, как возвращается его величие. «Смотри на него, Сэм», — тихо сказал Дэвид, когда в один из вечеров лев запрыгнул на невысокий валун и замер, глядя на заходящее солнце. Он снова готов править. Самуэль улыбнулся. Он знал, что этот момент — высшая награда за их труд. Скоро придет день, когда ворота вольера откроются, и лев сделает свой первый шаг обратно в бесконечную тишину Масаи-Мара. Они знали, что после полного выздоровления льва вернут в дикую природу. Там его ждут новые битвы, новые опасности и, возможно, новые поражения. Но это будет его жизнь. Жизнь свободного хищника в мире, где нет стен, а есть только закон саванны. И пока такие люди, как Дэвид и Самуэль, выходят в дозор, у этого мира есть шанс на спасение.